В этой серии строительный стик номер 1. Мотивашка от Лены Оператора. Как скрутить керн в бараний рог. Всем привет! И сегодня у меня долгожданная часть про тест 14 шуруповертов. А если хотите посмотреть первую обзорную, то ссылочка вот здесь. Все шуруповерты обладают 18-вольтовыми 1,5 ампер-часа литиевыми аккумуляторами. Кроме Декстера, у него 2 ампер-часа, но из этого я вычту 25% из теста производительности. А так они все made in China, кроме Боша, он из Малайзии. Также по вашей просьбе я в описании вставлю название всех тестируемых моделей, а в конце будет розыгрыш всех шуруповертов и битва сильнейших. Друзья, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, ведь от вас будет зависеть, будут ли дальше продолжаться тесты с другими видами инструментов. Представьте, как было бы классно за 2 года собрать классный мультибрендовый комплект из разных инструментов. Сам тест по себе требует очень хорошей физической подготовки. К сожалению, я такой не обладаю, поэтому я позвала к себе гостя. Говорят, он любит фильмы от киностудии Brothers. А также он придумал лучшую защиту для стройки 3 в 1. Мотоциклетный шлем, каска, очки и респиратор. Встречайте, строительный стик номер 1. А теперь приступим к тесту. Итак, тест на производительность, а также этот тест покажет нам, насколько сильно нагревается двигатель и аккумулятор под максимальной нагрузкой. Отверстие делаем 25-м сверлом по дереву, в обычном брусе 150 на 150. Не переживайте, сверло было не одно, а места, где были сучки, мы обходили, а все аккумуляторы были заряжены по максимуму. Результаты Девольта и Makita оказались почти равными, а вот результат Black & Decker просто ужасен. Очень удивил Bosch, я ждала от него лучшего результата. Сразу отмечу, что Dexter единственный с аккумулятором 2 ампер-час, что, кстати, не увеличивает его стоимость, поэтому я вычту 25% от результата этого теста, и получится, что у него 24 отверстия.
Во время теста от Black & Decker, Zubra, Энхила и Стэнли шел очень неприятный запах сгоревшего масла, а Bosch удивил высоким уровнем шума. Было не очень приятно им работать, а у остальных все было нормально. Я это вынесла как отдельный тест. По-моему, результаты оказались довольно предсказуемые, и никто, кроме Декстера, не удивил. Максимальные оценки у Макиты, Девольта, Декстера, а дальше уже идет Риоби и остальные. С ЕГЭ все более-менее среднее. Риоби показал средний результат, Стэнли занял первое место и нагрелся меньше всех. Емкий аккумулятор Декстера чуть его не прикончил, 85 градусов это очень много. У Макиты и Статуса средние результаты, у Девольта сильно нагрелся аккумулятор. Black & Decker чуть не закипел, Энхил Bosch средний результат. Рекордсмен по нагреву Hammer. Метаба нагрелся сильно, ждала от него лучшего результата. А вот Zubra оказался лучше Метаба в этом тесте. Hitachi среднячок. В тесте нагрева корпуса выиграл Стэнли, а самый холодный аккумулятор у Энхила. А Dexter, Hammer и Black & Decker работают на пределе. Теперь проверим, как работает трещотка, насколько она плавно увеличивает усилие. У Девольта с этим все хорошо. Стэнли – это брат Девольта, но почти везде отстает от него. Лесенка у него ужасная. Риоби тоже немного разочаровывает. Статус удивляет. Hammer и Bosch тоже и работает равномерно. У Энхил нет особых проблем с лесенкой. У Декстера один из лучших результатов. У Black & Decker вообще отсутствует такая функция. Макита начал хорошо, а потом начались проблемы. У Zubra средний результат. У Metaba достойно. А ЕГЭ под конец начал перескакивать. Hitachi показал себя плохо, а половина шуриков справилась достойно. А теперь возьмем 30-сантиметровый саморез. Девольт на втором режиме вкрутил саморез дальше всех, а на первом режиме даже не заметил его. Можно было еще и 50-й брать. У Стэнли второй режим ничем не удивил, а первый справился на ура. А ЕГЭ на втором режиме слабоват, а на первом справляется с задачей. У Zubra второй режим очень слабый, а на первом он справляется, но не так легко, как Девольт и Стэнли. Metaba на втором режиме выдал средний результат, а на первом очень мощный. Black & Decker ни на что не способен. Он даже разозлил Стига. В течение тестов он даже за пилу схватился. А потом у него были нервные тики. Энхил плохо себя показал в обоих режимах, но вроде и тянет, но у него постоянно включается защита. Вкрутить им можно, но такая морока. Bosch опять удивил. Второй режим слабый, а на первом он не мог за один раз закрутить саморез, хотя Девольт и Макита сделали это легко. Hammer очень старался, но до конца докрутить не смог, а потом и выкрутить отказался. Макита показал средний результат на втором режиме и отличный результат на первом. Декстер меня удивляет. Никогда не ожидала от него такого результата. В который раз он затмевает более именитые бренды. Статус ужасен.
как и Энхил и Black & Decker. Рёби, как и многие другие, слаб на втором режиме и силен на первом. Хитачи молодец, занял второе место после Девольта в этом тесте. Почти все именитые бренды вкручивают 30-сантиметровые саморезы на ура, но также обратовал Dexter и Zubr. Похуже, конечно, но они справились. А теперь тест на скорость вкручивания 3 150-х саморезов. Сначала стик вкручивает на втором режиме, затем на первом, а потом выкручивает. Девольт здесь один из лучших. Хитачи первый и на 1 секунду обошел Девольт. Zubr показал один из худших результатов, но справился с заданием в отличие от Энхила и Black & Decker. Рёби показал средний результат. Статус, так же как и Zubr, один из худших. У Стэнли средний результат. Метаба выше среднего. Dexter – лучший из худших.
Жаль, вы не видите глаза Стига, они красные от гнева. А ЕГЭ выступил достойно. Энхел теперь красная тряпка для Стига. Макита отработал хорошо. Хаммер показал не очень результат, но он справился. Но главная фиаско этого теста – это Бош. Он хуже Хаммера, Декстера и Зубра. Я не ожидала, друзья. Мой 4-летний Бош лучше справляется. Но это другая история. Конечно, стоит отметить, что здесь есть человеческий фактор, и по-другому нельзя. И нельзя принимать этот результат как единственную истину. И вот, наконец, табличка с результатами. Ну что я могу сказать? Не зря многие заделки Team любят DeWalt. Походу, надо почаще их слушать. Он ведь победил. Мне тоже он нравится, у него самая удобная ручка. На втором месте Makita. Опять-таки выбор профи. Открытием этого теста для меня стал, конечно же, Dexter. Я всегда проходила мимо стенда с ним в Leroy, но, похоже, придется изучить и остальной инструмент. Он легкий, съемный патрон, и это просто чудесно. Я думаю, это лучший выбор для бытового использования в соотношении цена-качество. Сюрпризом для меня, как и для всех, я думаю, стал результат Bosch. У меня есть старый Bosch, точно такой же, ему 4 года, но он гораздо мощнее этого нового. Bosch по параметрам уступил даже Dexter, а до DeWalt и до Makita ему как до Луны. Об этом, конечно же, стоит задуматься производителям. А если бы не голосование подписчиков, то Bosch был бы на 10-м месте. Но благодаря вам он вышел на 4-е место. Также зрительское голосование опустило Dexter на 5-е место. Metabo получила 3-е место, что меня лично вполне устраивает. А в остальном голосование особо не поменяло результаты, а скорее подтвердило их, и это радует. Кто хочет поподробнее изучить табличку, ссылочка на нее будет в описании. Друзья, если вам понравился этот тест шуруповертов и вы хотите посмотреть на тест с другими инструментами, например, с перфоратором, лобзиком, болгаркой, то ставьте лайки, делайте репосты в соцсетях, рассказывайте друзьям и пишите об этом в комментариях. Ведь ни один магазин больше не даст мне столько инструментов, если это видео не наберет. Тем более, я же потом дарю этот инструмент вам, мои дорогие подписчики. Повторюсь, что было бы очень классно за пару лет протестировать весь инструмент и собрать мультибрендовый комплект с лучшими характеристиками. Поэтому в моей группе и в группе 220 вольт будет голосование на то, какой следующий инструмент вы хотели бы, чтобы я протестировала. Ссылки на группу будут в описании. А теперь давайте сделаем битву победителей и дадим Makita шанс обыграть DeWalt.
Кстати, изначально превьюшку, которую вы видели в обзоре шуруповертов, я сделала наугад. Посмотрите, как это было вообще сделано, почему они дымились. А по итогу это стало пророчеством. Извините, сванговала. Начну я на второй скорости и на трещотке. Посмотрим, что будет. Обрати внимание, что керн, через который скручены шуруповерты, ровный. Срабатывают трещотки, поэтому приходится постоянно жать на курок. Ничего интересного не происходит, поэтому включаю режим сверления на второй скорости. О, началась борьба. А вот и первый дым от DeWalt. Очень сильно неприятно пахнет гарью. Makita особо не нагрелась, а у DeWalt уже 44 градуса. После того, как они остыли, я включила первую скорость. DeWalt почти сразу же задымился, а керн стал приобретать интересную форму. Да, DeWalt дымится не на шутку. Еще немного и наконец задымилась Makita. Аккумулятор у Makita почти не нагрелся, а вот у DeWalt почти 55 градусов. Это много. Корпус Makita нагрелся до 40, а у DeWalt аж до 82. Это почти в 2 раза больше, чем на тестах. Но Dexter выдерживал такую температуру. Лайфхак, как сделать красивый керн. Makita работает, как будто ничего и не было. DeWalt отказался крутить. Поменяю аккумулятор. Заработал, но придется DeWalt оставить себе на ремонт. С большим перевесом победил Makita! А теперь, как и обещала, я разыгрываю весь этот инструмент. Магазин 220 вольт не только предоставил 12 шуруповертов из 14, но также оплачивает доставку их по СНГ и России для вас. Друзья, все знают магазин 220 вольт. Многие каждый день проходят мимо их магазинов, но в следующий раз, когда вы где-то увидите их логотип, подумайте о них хотя бы на пару секунд. Ведь это не безразличная компания, а такие же люди, как и мы, которым интересен инструмент, которые дали мне шанс показать вам такой обширный тест. Если вы хотите выиграть один из этих инструментов, то вам нужно выполнить некоторые условия. Первое, вам нужно сделать репост этого видео в соцсети, в любой. О том, как делать репост, я снимала отдельное видео, и оно будет еще у меня в группе ВКонтакте. Также, когда вы будете делать репост, напишите хэштег «Хочу», название бренда и от 220 вольт. Как это правильно делается, также есть в описании. Потрудитесь, посмотрите и сделайте правильно. Также нельзя писать несколько хэштегов в одном репосте. Если вы хотите схитрить и увеличить свои шансы на победу, то вы можете сделать хоть 14 репостов, но на каждом репосте должен быть лишь один хэштег. Для удобства я их все прописала внизу. И третье условие, вам нужно вступить в мою группу ВКонтакте и в группу 220 вольт. Это обязательно все будет проверяться при подведении итогов. Кстати, итоги я подведу в конце января. Отдельное спасибо строительному стигу номер 1, ведь он еще не раз появится в моих тестах. Слово передаю оператору. Друзья, не злите оператора, ставьте больше лайков, иначе интересных ракурсов больше не будет. А теперь мотивашка для лайков. Used to have my heart, but you started acting smart, so I threw away my key. Then you looked me in the eye, swore up and down that I am the only one you need. Подписывайся на канал, заходи в группу ВКонтакте и в Инстаграм, там очень много всего интересного.
Лена, давай, может, ты ногу на потолок закинешь? Давай, давай. Оля, у тебя низкие потолки. Я не влезаю, посмотри. Давай прогнешься и поднимай ногу. Как лезешь. Так. Ой.